И снова добро пожаловать на передачу «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Сегодня мы поговорим о том, что в наши дни, кажется, присутствует везде. Мы поговорим об искусственном интеллекте. Мы спросим доктора Дэвида Бернарда о том, что он думает об искусственном интеллекте и его роли в церкви. Доктор Бернард, вы знаете, что при взаимодействии с современным миром, особенно онлайн, уже невозможно избежать встречи с искусственным интеллектом в какой-то его форме. Например, если вы используете Google для поиска чего-то, многие результаты, в зависимости от того, что вы ищете, будут сгенерированы искусственным интеллектом. И это вызывает множество разговоров. Вы, наверное, слышали, как люди говорят, что искусственный интеллект положит конец той или иной профессии. Или люди задаются вопросом, станет ли искусственный интеллект тем средством, которое откроет дорогу Антихристу. Как христианский лидер и руководитель Международной Объединенной Пятидесятнической Церкви, как вы думаете, какую роль искусственный интеллект сыграет или играет сейчас в церкви, если он вообще играет какую-то роль в церкви? И какие вы видите возможные опасности, связанные с такими технологиями? Я считаю, что искусственный интеллект является инструментом, и как любой инструмент, он является нейтральным с моральной точки зрения. Но он может быть использован либо на добро, либо на зло. Термин «искусственный интеллект» включает в себя очень многое, но, по сути, речь идет о компьютерных программах. Я думаю, что искусственный интеллект уже играет значительную роль и продолжит играть значительную роль. Мы, как христиане, можем использовать его в качестве инструмента. Если говорить простыми словами, смотрите на него таким образом. Искусственный интеллект – это просто компьютерные программы, использующие преимущества стремительного развития технологий, когда компьютеры могут производить триллионы вычислений за считанные секунды. Так что в случае каких-то трудоемких для человека задач, на решение которых могли бы уйти годы, например, если взять какие-нибудь сложные математические задачи, для решения которых вручную понадобилось бы производить вычисления несколько лет, на компьютере эти вычисления можно сделать почти мгновенно. Аналогично, если взять игру в шахматы, чтобы просчитать все возможные ходы шахматных фигур и выбрать один ход, можно годами смотреть на доску, или, по крайней мере, несколько часов. Но компьютер может проанализировать всю ситуацию мгновенно. Так что в задачах, где надо делать быстрое вычисление, искусственный интеллект может справляться очень хорошо и даже намного лучше, чем мы это можем делать. Так что это хороший инструмент. Например, в медицине. И, конечно, я не эксперт в этом, но сейчас есть программы, которые могут обработать сложные симптомы или изображения, например, рентгеновские снимки, или другие изображения, полученные при исследовании, сравнить их с миллионами других изображений и мгновенно определить закономерность и поставить диагноз. Врач, у которого много лет опыта, который видел много случаев, который много читал о разных случаях, который видел множество рентгеновских снимков и изображений, он тоже инстинктивно мог бы поставить диагноз. Но даже такой врач ограничен тем, что было в его практике и что он знает из опыта. И могут быть какие-то редкие случаи, которых он никогда не встречал, но в компьютере они записаны. Так что можно видеть, как в каких-то вещах компьютер может выявить закономерность, которую люди не могут увидеть. Или компьютер может провести сравнение и найти какое-то решение. Но даже учитывая это, я думаю, что лучшие результаты будут тогда, когда искусственный интеллект используется в связке с интеллектом человека. Потому что у людей все равно есть интуитивная способность мгновенно определять какие-то вещи. Компьютер все выстраивает логически, методически рассматривает разные решения, и его преимущество в том, что он может выполнять триллионы вычислений. Хотя я должен сказать, что есть современные программы, которые пытаются имитировать работу человеческого мозга, упрощая какие-то вещи. Но я думаю, что лучше всего смотреть на искусственный интеллект как на инструмент и использовать его в связке с интеллектом человека. И лучше, если человек будет перепроверять результаты искусственного интеллекта. Например, чат GPT может быть удивительным инструментом. Я немного экспериментировал с ним, и он подвержен так называемым галлюцинациям. Он на самом деле не является интеллектом, он не думает. Хотя люди могут
легко приписывать ему осознанное поведение, потому что когда искусственный интеллект дает ответы, какие мы привыкли слышать только от людей, мы приписываем ему осознанное поведение и характер. Но, конечно же, он просто слепо выполняет свою программу. Но программа становится настолько сложной, что ни один человек не может даже проследить ее и спрогнозировать ее результат. ChatGPT использует миллионы примеров данных, чтобы предсказать следующее слово в предложении. И это звучит удивительно и невероятно. Часто он находит нужное слово, которое вы не могли подобрать. Так что вы думаете, ого, он умнее, чем я. Но та же самая способность может слепо увести в неправильном направлении. Если он не может дать точный ответ конкретно на то, что вам надо, он придумает другой ответ, который лучше всего подходит. В некоторых случаях этот другой ответ может быть неплохим, но в других случаях это будет ложь. Поэтому вам надо перепроверять эти ответы. Потому что, как я уже сказал, у него бывают так называемые галлюцинации. Он может придумать то, чего на самом деле нет. Такое бывало во время судебных разбирательств, когда адвокат спрашивал ChatGPT и просил его: найди мне дело, судебный случай, когда решение было принято в пользу того или иного аргумента. Потому что искать такие случаи может быть очень трудоемким и времязатратным. И вы все равно можете не заметить подобные случаи, исследуя сотни дел и пытаясь найти нужный аргумент, который вы могли бы предоставить суду. И что происходило? ChatGPT или его эквивалент выдавал ответ, например, что в деле Джона Доу против штата был такой-то аргумент, и там говорится то, что вы ищете. Адвокат печатает это, кладет в свой портфель и предоставляет это суду. Суд просит своего помощника найти это дело, и оказывается, что такого дела не существует. Оно полностью выдумано. Или там может быть сказано совершенно обратно. И адвокатов даже наказывали за то, что они, по сути, предоставляли ложную информацию, которую они при всей своей искренности получили от искусственного интеллекта. И вы спрашивали об опасностях. Вот это пример опасности. Еще одна опасность состоит в том, что эти компьютерные программы должны обрабатывать огромные объемы данных, и результаты работы программы зависят от качества данных. И обрабатывается столько много данных, что они фактически уже закончились. И еще одна проблема, что программы могут использовать данные, которые защищены законом об авторских правах. Так что если вы собираетесь что-то написать с использованием искусственного интеллекта, вы должны быть осторожны, чтобы не нарушить эти законы, потому что вы не знаете, откуда искусственный интеллект взял эту информацию. Может, он просто скопировал чью-то информацию, которая защищена законом об авторских правах. Или вы можете на вход программе подать информацию, которая принадлежит вам, но теперь уже искусственный интеллект будет делиться этой информацией с неизвестно кем, кто сделает подобный запрос, и вы потеряете защиту ваших авторских прав. Здесь, в нашем офисе, мы экспериментировали, и мы можем использовать искусственный интеллект для написания некоторых материалов, для блога, для некоторых статей. И часто вы можете задавать параметры искусственного интеллекта. И чем больше и конкретнее будут эти параметры, тем лучше будут результаты. Так что вы пишете: мне нужно, чтобы ты написал статью на такую-то тему, об этом, о том, и тогда искусственный интеллект может достаточно хорошо написать. И мы позволяем это делать, но мы говорим: человек должен это перепроверить. Любые факты должны быть проверены. Конечно, текст должен быть отредактирован. И мы также следим за тем, чтобы не нарушать чьи-то авторские права. И мы стараемся использовать материалы наших авторов, охраняемые авторским правом, таким образом, чтобы они не попали в общий доступ, где их права могут легко нарушить. Так что нужно быть очень осторожными. Более серьезным вопросом является общий или универсальный искусственный интеллект, который на самом деле является целью некоторых программистов в этой сфере. То, что я только что описал, является, по сути, инструментом. Это очень продвинутый, очень сложный инструмент, но это просто инструмент. И вы можете объяснить, как он делает то, что делает, хотя вы не всегда можете предсказать то, что он делает. И, кстати, в этом еще опасность. Некоторые программы настолько сложны, что даже программисты не могут проследить, как этот компьютер получил такой-то результат. В более простых программах вы можете пройтись по строкам, вы можете сказать, что вот это делает это делает это делает это, но программы искусственного интеллекта настолько сложны, что люди даже не могут проследить их работу. И в этом опасность. Например, вы получили в результате диагноз, который никто никогда раньше не ставил. Замечательно. Но откуда вы знаете, что он правильный? И как делалось с традиционными программами? Вы могли шаг за шагом проследить логику работы программы. Как она получила такой результат, и вы могли сказать: да, похоже, что это правильный результат, потому что
Шаг за шагом программа получила результат, который мы не могли получить. Но некоторые программы настолько сложны, что вы не можете проследить их работу. Вы просто должны доверять им. Так что должны быть какие-то независимые средства. И может это зависит от результатов. Может вы можете проверить программу на примерах, когда не будет никакого риска, и на них посмотреть, получаются ли те результаты, которые программа должна выдавать. Но реальная проблема – это общий или универсальный искусственный интеллект, когда пытаются сымитировать работу человеческого мозга. Я лично думаю, что мы никогда не создадим в полном смысле слова общий универсальный искусственный интеллект, когда он смог бы заменить людей. По двум причинам. Первое, я верю, что люди больше, чем компьютеры. Знаете, мы иногда сравниваем человеческий мозг с компьютером. Эта аналогия работает до определенного момента, но в какой-то момент она уже не работает. Такая аналогия не учитывает, что у людей есть душа. Душа использует мозг, но душа не эквивалентна мозгу. Или лучше сказать разуму. Разум задействует мозг. И если мозг поврежден, это сказывается на работоспособности разума. Но разум – это более чем мозг. Разум – это внутреннее сознание, личный опыт. Я могу вам описать, как формируется цвет, используя понятие длины световых волн. Но я не могу описать вам, что я чувствую, когда я вижу красный или зеленый. Я не могу описать, как какая-то картина по-особенному влияет на мои эмоции. А вам может даже не нравиться та же самая картина. Я думаю, что искусственный интеллект никогда не достигнет того момента, когда он будет эквивалентен человеку. Я не думаю, что это возможно, потому что человеческий разум и человеческая душа больше, чем компьютерная программа. Человеческий мозг работает не так, как компьютер. В нем есть интуитивные связи, которые превосходят программу. Число возможных состояний мозга больше, чем число частиц во Вселенной. Каким бы сложным ни был компьютер, его невозможно создать таким, чтобы он воспроизводил столько же состояний, сколько может быть у мозга. Я имею в виду все нейроны и всевозможные связи между ними. Но также, я думаю, есть и теологическая причина. Даже если мы смогли бы приблизиться к такому состоянию, хотя я не думаю, что мы сможем, но я думаю, что Бог в какой-то момент провел бы черту. Потому что вы видите в книге «Бытия» историю о Вавилонской башне. Бог говорит, что они все это задумали, и ничто не остановит их. Они будут достигать того, чего хотят, поэтому я остановлю это. Так что я думаю, когда дело касается случаев, когда люди играют в Бога, воображают себя Богом, в какой-то момент Бог скажет: «Все, достаточно». Так, как Он сделал с Вавилонской башней, Он будет последовательным. В какой-то момент Он скажет: «Я не позволю людям зайти еще дальше». Я не знаю, когда это будет, но что касается генной инженерии, общего искусственного интеллекта, когда люди пытаются создать жизнь, или когда они пытаются создать человеческую жизнь, или когда они пытаются контролировать человеческую жизнь на таком уровне, как клонирование, генная инженерия, я думаю, что Бог допустит это только до определенного момента. И это может быть признаком того, когда Господь придет. Но, тем не менее, я думаю, что мы, как христиане, можем использовать искусственный интеллект в качестве инструмента. Мы уже это делаем по-разному. И то, что считалось революционной передовой технологией искусственным интеллектом несколько лет назад, сегодня это считается просто компьютерной программой. Сегодня это просто интернет, сегодня это просто поиск, Google. Мы даже не думаем об этом как об искусственном интеллекте, хотя для прошлых поколений это было бы искусственным интеллектом. Это все интегрировано в наше общество, в нашу культуру. Так что я думаю, что мы можем использовать искусственный интеллект в качестве инструмента. Я считаю, что мы должны быть очень осторожны, должны придерживаться этических и практических рамок, чтобы он оставался просто инструментом, а люди несли ответственность за продукт и результаты. Но я думаю, что в пророчествах, в книге Откровения, когда говорится о будущем приходе человека греха, зверя, антихриста, я думаю, что разные компьютерные технологии, включая искусственный интеллект, будут играть большую роль в том, как он будет контролировать мир. Он не достигнет полного успеха, но его попытка захватить контроль над мировой экономикой, над мировой политической системой, над мировой религиозной системой будет опираться на разные формы технологий, включая искусственный интеллект. Но это не означает, что искусственный интеллект является злом сам по себе. Это не означает, что мы должны запрещать его использование, потому что антихрист будет использовать и видео, он будет использовать и транспорт, самолеты, и машины. Я думаю, что мы просто должны использовать все это с ответственностью. И мы также должны признавать и осознавать уникальность людей, сотворенных по образу Божию.
Благодарим, что вы послушали этот выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Если вам понравилась эта передача, то, пожалуйста, уделите время, чтобы оставить отзыв в Apple Podcast, Spotify или в вашем любимом приложении подкастов. Если вы смотрите на YouTube, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарии. Мы также рекомендуем посмотреть книги брата Бернарда на сайте pentecostalpublishing.com. Наберите в поиске «Дэвид Бернард», чтобы увидеть весь список книг. Не забудьте ввести код DKB10 при покупке, чтобы получить скидку в 10% на ваш заказ. Мы будем ждать новой встречи с вами на следующей неделе, когда мы будем разбирать, как современные верующие могут жить в соответствии с учением Церкви первого века.